Привет, друзья! Как и обещал, сегодня выпускаю видео о том, как подготовить почву для посева газона. Первый момент, который хотелось бы озвучить, это высота плодородного слоя, который требуется для газона. Если у вас плодородка снята и вам требуется ее дальше завозить, то рекомендую насыпать около 15-20 сантиметров. Ну, если вас позволяет высота, можете насыпать до 30 сантиметров. Дальше это уже, в принципе, не требуется. Чаще всего корни прорастают примерно на глубину около 10-12 сантиметров. Это я из опыта, когда я вырезал газон и смотрел, на какой глубине у меня корни. Чем глубже у вас будут корни, тем более мощнее будет схвачена плодородка, тем меньше шансов, что у вас появятся кроты в принципе. Следующий момент. Планирование участка под посев газона. Обратите внимание, у меня лестница вот такая вот. Кажется, причем здесь лестница и планирование. Однако очень хороший способ мне подсказали, как с помощью лестницы сделать идеально ровный участок под посев газона. Сейчас я вам это продемонстрирую. В двух словах объясняю следующим образом. Длинная лестница требуется для того, чтобы максимально взять широкий пласт участка. Ровная поверхность создается тем, что вы как бы шлифуете раз за разом свой участок, срезая бугры и засыпая ямы. Примерно вот так вот лежит лестница. К двум ее концам вы привязываете хорошую крепкую веревку, желательно которая не будет вам нарезать руку. Можно использовать некий трос, либо толстую веревку. Этим более удобно. Дальше очень просто. Вы просто, как конь, впрягаетесь в эту и начинаете тягать за собой вот эту вот лестницу. Данное действие вы делаете достаточно много раз. Это действительно очень тяжелый физический труд, поэтому если есть возможность вдвоем, а лучше втроем это осуществлять, тогда лучше с кем-то скооперироваться. Но настолько у вас будет ровная поверхность раз за разом, когда вы только начнете, вам покажется, что у вас ничего не получится. Но буквально через 5-6 проходок туда-обратно, вы начинаете заглаживать, у вас будет все ровнее, будут срезаться бугры, ямы будут засыпаться срезанным, и это все будет ровнее. Под перед лестницы рекомендую насыпать немножко песка, который будет просто выравнивать все лучше и лучше. Вот этот способ, он, конечно, очень физически затратный, но лучше вы не спланируете. Конечно же, вы можете под нитку насыпать, кто-то устанавливает 2 доски по уровню, начинает стягивать. Однако эти методы, они не дают уплотнения грунта. А лестницей грунт настолько уплотняется, что он в дальнейшем не имеет сильных проседаний. Потому что по-любому грунт, как ни крути, как вы его не равняете, какой идеальный у меня не был газон, изначально он все равно от года в год появляются где-то ямки, где-то бугры, потому что эта земля, она все-таки двигается. Но лестница довольно-таки хорошо трамбует грунт, и когда вы будете уже всеивать, у вас не будет проминаться или под вами, под ногами, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому используйте, если вам нравится моя идея, лестницу. Я лично все свои газоны именно лестницей выравнивал. И как вы видите, вот такие у меня газоны. Визуально вообще кажется, что идеально ровные. Но на самом деле, когда косишь, видно, уже ямки есть, уже проседают. Давайте теперь поговорим о составе травы, травосмесь так называемая, которая требуется для газона. Очень часто, конечно, состав примерно одинаков у всей травы. Это и райгресс, это и мятлик, это и овсяница и так далее. Но по опыту могу сказать, что практически от состава ничего не зависит. Очень многое зависит именно от качества самих семян. А качество семян вам будет гарантировать именно производитель. У нас
среди соседей очень многие сеяли газон. Чаще всего газон покупали в магазинах, даже как бы средней ценовой категории, дорогих, с правильным составом и так далее. Слава богу, мне посоветовали купить газон профессиональный. Что это значит? Это газон, который используют у нас на всех футбольных полях. Там действительно немецкий, качественный, полностью сертифицированный газон. Честно скажу, его цена действительно дорогая. $100 за мешок я платил. Мешка хватает примерно на 5 соток в среднем. Но у меня есть кусочек, где я досеивал купленного в магазине. Ребята, это небо и земля. Вот этот кусочек, который я досеял, это трава. Трава травой. Просто лист гонит вверх и все. На газон он ни черта не похож. Я вижу до сих пор до самой земли. Я вижу землю, да, в отличие от моего всего остального газона, который полностью зарос, в нем уже своя дернина, в нем уже свой, подшерсток так называемый, да, газонный. Он настолько плотный, и это действительно газон. Поэтому я вас просто прошу, не экономьте на этом, иначе вы потратите силы, время, деньги на плохой газон, и у вас будет не газон, а просто трава, как у большинства моих соседей. И это не спасет вас от кротов, потому что такое кроты спокойно прогрызают, и будет у вас и уродливый газон, и еще кроты будете от этого мучиться. Обязательно под этим видео будет ссылка на этот продукт. Попробуйте найти его в своем городе, в своей стране. Но для Беларуси я оставлю ссылку в описании, где я покупал именно у поставщиков, которые напрямую привозят. Сейчас перейдем к моменту всеивания. Всеивать можно двумя способами. Ручным, как в старину сеяли, жито на поле, и уже более-менее автоматизирован через сеялку. Бам! Данный инструмент рекомендую вам купить. Стоит он копейки, около 20-30 $, однако он понадобится вам постоянно. Не думайте, что вам один раз надо всеять и все. Вносить удобрения надо постоянно, один минимум раз в год, а то и 2 раза в год. Поэтому с помощью сеялки вы сможете не только посеять, но и вносить удобрения. Принцип у нее довольно-таки простой. Сюда насыпаете семян сколько-то, выставляете, вот тут обратите внимание, выставляете циферку, она открывает заслонку. Чем больше заслонка открыта, тем, соответственно, больше сыпется. И дальше крутите колеса, они просыпают вам семян. В случае, если у вас нет сеялки и взять в аренду ее негде, то используем ручной способ. И в том и в другом случае все семена надо разделить на 2 половинки. Для чего это сделано? Для того, чтобы сначала посеять вдоль, а потом поперек. Если этого не сделать, обязательно будут видны либо пропуски, либо полосы. Это будет некрасиво. Соответственно, как происходит всеивание вручную? Набираем в руку в жменю семян, примерно каждый раз одинакового объема, и вот таким способом просто их раскидываем. Через сколько-то раз вы примерно привыкнете, и вы увидите равномерность раскидывания. Обязательным условием для ручного всеивания полностью отсутствие ветра. Прям полностью, штиль. Иначе просто они будут разлетаться, и это будет неравномерно, где-то будет больше, где-то будет меньше. И это будет просто испорченное время и семена. А они, как я напомню, уже стоят недешево. После того, как вы прошли параллельно, вы делаете перпендикулярно. Если у вас еще остались семена, и в принципе вы норму уже всыпали, но можете еще процентов 10-15 рассыпать, тогда идите по диагоналям, либо где-то, если вы видите, что реальный пропуск, там досеиваете уже вручную. Значит, следующим этапом надо, чтобы эти семена как-то прикопать. Есть 2 способа. Либо вы
катком закатываете все, либо вы хотя бы сделаете граблями. Обратной стороной грабель вы переворачиваете и присыпаете кучки. Но если вы будете делать граблями, значит вам надо до этого сделать небольшие ямки, канавки, теми же граблями. То есть вы сначала делаете канавки граблями, это все всыпаете, и, соответственно, потом граблями обратной стороной эти канавки как бы выравниваете в ровные делаете. Если у вас есть каток, и вы можете семена вкатать, то, конечно, можно катком пройтись. Ну и последний момент – это орошение, либо полив газона. После посева, даже не газона, а семян. Оптимальнее всего это делать под дождик. То есть так спланировать, чтобы там с утра посеяли или до обеда, а вечером пошел дождик, либо ночью, да. Это даст возможность семенам набухнуть и быстрее пустить ростки. Если же дождик не намечается, а в принципе стоит хорошая погода, солнечная, теплая, соответственно, придется поливать уже самостоятельно. Не используйте шланг, то есть большая струя просто ваши семена раскидает, они все поплывут, и это будет испорченный момент. Поэтому используйте максимально мелкий, либо орошитель, либо уже эти ручные поливы, которые туда-сюда, либо так как-то поливают. Ну, уже что-то смотрите. Главное, не используйте большую струю. Итак, мы посеяли, у нас прошел дождик, либо мы полили. Ждем первых всходов. Когда их ждать? Примерно по опыту моему это бывает от 10 до 14 дней. Опять-таки все зависит от погоды, от температуры, от дождливости, ну и в принципе где-то от вашего умения всеивать и почвы. Поэтому не переживайте, если у вас там на 12-й день не взошли, оно буквально всегда всходит мгновенно. То есть вы можете с утра еще ничего не видеть, а к обеду у вас уже хоп, и начали зеленеть пятнышки. Второй момент, не переживайте, если у вас идет неравномерность всходов. То есть оно обязательно будет какими-то плямбами, плешками и так далее. Не переживайте. Если у вас очень качественные семена, это все буквально за сезон, за полсезона оно зарастет, и у вас будет ровненький газон. На этом это видео заканчивается. Следующее видео я уже расскажу про уход за газоном. Это его подкормка, это его стрижка, это его аэрация. Для чего это вообще надо и как часто этим следует заниматься. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. Следующее видео буквально выйдет через несколько дней. А этому видео поставьте лайк. И до скорой встречи. Всем пока.